Бизнесмен. Зарплату? 2000 максимум. И начинают брать с твоего Поручителя. Жабка реально оплачивается на выходных, а в частности в воскресенье. Мне не надо сегодня вот этих сосисок на хот-доге. Это твой бизнес, это твой личный магазин. Они имеют жабку, а жабка имеет их. И вот еще одна жабка. Сейчас уже больше 8000 по всей Польше. Почему ты не купил франшизу жабки? Всем привет, меня зовут Стас, вы на канале о бизнесе в Польше. Друзья, наконец-то настал тот момент, и мы нашли человека, который практически открыл жабку, но не открыл ее. Практически купил франшизу жабки, но этого не сделал. Человек поступил по-другому. Он заинтересовался этим вопросом, начал копаться, но в последний момент осознанно принял решение не входить в этот бизнес. Поэтому это ответ на ваш вопрос. Вы часто спрашивали, что там с жабкой, стоит ли, Станислав, открывать франшизу жабки. Я несколько раз говорил, да, и вот специально обученный человек, который все-таки получил этот опыт, сегодня им поделится. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрим выпуск. Все, это было превью. Отлично. Ну, ты самое важное сейчас выполнил. Просто постоял. Поставил, поулыбался, покивал головой. Спасибо, Стас. Все, счастливо. Расскажи в двух словах о себе, где мы сейчас находимся, в каком городе, сколько тебе лет, чтобы люди больше понимали контекст. Меня зовут Александр, мне 23 года, я родом из Украины. В Польшу приехал учиться, закончил бакалавра, закончил магистратуру и, естественно, надо уже думать о том, как себя обеспечивать, зарабатывать на жизнь, как жить. Занимался многим в Польше, в Кракове в частности, много где работал, но когда закончилась учеба и настал момент серьезно зарабатывать и думать о взрослой жизни. Заработать серьезную котлету? Да, заработать серьезную котлету. Решил думать над собственным делом. Уверен, множество студентов, вообще много людей думают о собственном прибыльном деле. Особенно те, кто из Украины. Особенно те, кто из Мы Украины. не можем сидеть спокойно. Денег было, как у студента, не особо много. Появилась идея и появились начальные средства, скажем так, войти в франшизу этого легендарного магазина, да, заведения. Окей, а ты когда думал над франшизами, ты в целом еще какие-то рассматривал франшизы, либо... Я вот рассматривал здесь? франшизы, те, которые могу финансово потянуть. Здесь как бы была та сумма, которую я мог позволить потратить, но не мог позволить, скажем так, потерять. Это не как с биткоинами. Почему ты не купил франшизу жабки? Человек, obcokrajowiec, без карты сталego pobytu, либо без гражданства польского, опять-таки сам не может открыть жабку. Ну да. Должен я быть слышал. поручитель. А вообще их должно быть либо 2, либо 3. О как. И это должны быть поляки. О как. Естественно, сами понимаете, что такое поручительство, и как Ну, поляки зачем оно нужно? нехентне к этому так относятся, особенно к обцекраевцам. Это только если ты там студент, учился, у тебя кореши есть. Чувак, давай мы с тобой открываем жабку, а ты еще и становишься в этот момент моим поручителем, и мы еще и зарабатываем, Ага, и тому ну только подобное. так, да? И только так можно. У меня был упрощенный вариант. Мне сказали, что мне достаточно одного поручителя, и у меня есть знакомый украинец с польским гражданством, который был даже не против этого. Ой-ой-ой. Но мы тоже опять-таки там говорили, думали, и его девушка ему так сказала, что лучше в это не ввязываться. Почему один? Потому что они посмотрели, что я очень долго в Польше. Поручитель нужен для того, что когда ты на діяльності jednoosobowej уже не можешь платить по их долгам, и с тебя уже нечего брать, они начинают брать с твоего Поручителя. Вот и все. Это мы внесем в анонс. А, ты им позвонил и такой: здрасте, я хочу у вас франшизу купить. Да. Они такие: не вопрос, там, приходите, буду деньги высылайте, да? Ну, что-то в этом роде. Ты звонишь человеку, человек записывает все твои данные, где ты живешь, полностью просит твой номер телефона и твой mail. На mail он тебе высылает первоначальную заявку, эту application form, ты ее заполняешь, в этот же день отправишь, это 5 минут дела, там вообще никаких сложностей, никаких каверзных вопросов нет. На берут форме всех. заявок берут всех, Берут отсеивают уже после первой встречи, как я понял. Да, и, друзья, это важный момент. Вот одна жабка, вот сними офис. Вот это наш офис, я не знаю, 50 метров, да, там 100 метров. Вторая жабка. Виталик недалеко отсюда живет, третья жабка. То есть, ну, жабок, я уже считаю, их много. Да, жаб как на болоте, да. В июле в Кракове, только в июле, открывалось 9 жабок. Только в Кракове. Сейчас уже больше 8000 по всей Польше. 8 тысяч жабок. Как-то это работает, я думаю, что есть нормальные успешные жабки, и, скорее всего, это вот модель типа а-ля в селе где-то Да. открывать. Да.
пока их еще там не понасаживалось Да. кучу, да, этих жабок. Мне кажется, для больших городов действительно это проблема. Самые успешные жабки, опять-таки из отзывов и тому подобное, жабки на вокзалах, жабка в центре города Мгм. и жабки прямо в самых-самых новых ощадлях, которые вот Где построили. еще нет второй жабки. Да, где еще нет второй жабки, и не все так прям сразу выкупают эти территории, потому что, естественно, здесь на первом этаже выкупила какая-то парикмахерская, здесь стоматология, какая-то частная, здесь барбершоп. И самое плохое, вот очень тоже много кто пишет в комментариях, что хорошо, что открывается жабка на первом этаже. Мгм. Вау, супер. Но когда на первом этаже открывается Левиатан, а Левиатан по цене выгодней и, Ну и да, по это всё. разнообразию побольше, люди будут туда ходить. И Окей. ваша франшиза по чуть-чуть угасает, ваше настроение портится, и тебе звонит представитель жабки. Мгм. Тот, который как бы ездит по городам и говорит, нам нужно будет с вами встретиться, пообщаться, познакомиться, да, всего будет 3 таких этапа встреч, после чего как бы уже начнется сам процесс вот вашей интеграции в жабку. В Кракове есть несколько таких бюр, жабок, находится в самой жабке, вот в обычном магазине. Ага. И там типа вместо продуктов столы стоят или прям как это Нет, выглядит? там вот есть сама такая жабка, где просто люди заходят, вот покупают. Есть вот А. отдельная дверь, ты заходишь, и там уже такой достаточно длинный стол и пару шкафов, окей. и по сути больше ничего. Передо мной уже были люди, которые тоже берут эту жабку. Ну, на потоке, входят, да? да. Типа ты к И этому. после меня тоже уже собирается очередь. Пару человек уже там приходят, да, и уже стучатся туда. Прям Она за выходит кофе, и да? говорит, что вот сейчас в порядке живой очереди. Первая встреча самая лайтовая. Ага. Тебя спрашивают, откуда ты узнал о нас, о франшизе? Я говорю, ну, о вас я узнал, наверное, из каждого угла в Кракове о жабке. Учитывая то, что каждый раз, когда ты заходишь в жабку, zostań франшизоберцем. Ну да, кстати. Может, мы сейчас найдем это Да, объявление. очень, снимем его. очень много. Тебе обещают прекраснейшие деньги для студентов, для молодых и вообще для разных людей, которые входят в эту систему, которые будут зарабатывать и зарабатывать. И поначалу оно, возможно, кажется, вот что они как бы тебе насыпают, что ты бизнесмен, это твой бизнес, это твой личный магазин. Нет, это рабство. Окей. На какие обязательства ты подписываешься? Вот когда ты подписываешь договор, что ты точно берешь на себя? То есть первое это закупка товара, точнее как бы обязательства по нему, да? Что еще? У тебя вот, грубо говоря, есть 10 дней до открытия жабки. Если ты не успел, ты должен, как бы, уже вот начинать работать, школа не закончилась, по сути, должен начинать работать, а сотрудников нету. А у тебя должно минимум на смене быть хотя бы 2 сотрудника, минимум. Окей. Это тоже обязательство, да? такое? Это обязательно. То есть ты Либо ты подписываешься- еще какой-то человек, либо 2 других человека. А воскресенье это только ты. Мгм. Либо тот, с кем ты берешь эту франшизу, почему я тогда говорил, что всегда лучше брать с кем-то, а не одному. Потому что тогда ты должен работать один. А, исходя из моих вот знакомых, они просто просят родственников работать за бесплатно. Окей. Естественно, люди ж имеют свойство иногда заболеть, иногда отпроситься куда-то, и что-то же надо как-то решать. Набирать много сотрудников тоже это не резонно. Ну да. Люди просто не будут зарабатывать. И учитывать тот вариант, что люди будут работать за минималку, да, еще могут работать студенты, более-менее. А достаточно взрослые люди, тоже наши сейчас приезжие, без особого даже какого-то знания польского, но они хотят зарабатывать. Общаешься с представителем жабки, она говорит, я сначала была обычным продавцом. Заработала денег, решила, хочу открыть свою жабку. Открыла первую, мне понравилось, я сразу взяла вторую франшизу, то бишь уже их было 2, этих у нее жабки в 2 разных частях города, и начала их очень хорошо вести. Очень хорошо вести, я думаю, это тоже будет дальше интересно вам послушать по поводу того, что каждая жабка свои оценки. То бишь студент продолжает получать оценки даже на работе. И в зависимости от этих оценок зависит то, как ты будешь работать и будешь ли ты потом работать вообще. А Это тоже- оценки кто ставит? Оценки Внутренняя ставит система данный оценок? клиент.
Тайный Окей, клиент в ну, рамках франшизы. Сейчас небольшая... А что это у нас тут? А кто это у нас тут? А тут еще одна жабка. Слушайте, ну мы сейчас с тобой идем, так, и ты так там про рабство и так далее. Во-первых, я уже хочу узнать, что там с рабством, потому что может создаться ощущение у людей, что мы немножко предвзяты. То есть мы такие, знаешь, типа... Изначально, вот там, да, разоблачители легенд, типа изначально встали и начинаем насыпать. Но, тем не менее, мы сейчас находимся на улице Пшемыслова 4, и вот еще одна жабка, достаточно большая. Первая встреча, закончилась тем, что я рассказал о себе, она рассказала немножечко о себе, как она пришла к тому, кстати, я не знаю, не закончил, что она пришла к тому, что она вот из продавца стала руководителем. Ну, типа этой... история такая Макдональдса, Да, тоже да. успешная. Да. Нормально, продано. Ну, типа, зашло, да, тебе? Мне очень, на самом деле, мне очень. Первая встреча, я прям загорелся. Класс. Первая встреча, я думал, что в каком-то промежутке времени у меня их уже будет 5. Я уже почитал в принципе, примерно, копеечку, да, подсчитал? какую, да, это может быть, и что я могу с этого дальше иметь. Она говорит, вот через столько-то мы встречаемся прям уже с главным человеком по жабке в Малопольском воеводстве. Там это уже серьезный офис, он в Кракове, это уже прям серьезный офис, в серьезном бизнес-центре здесь находится. После чего она говорит, надо будет сделать пару таких юридических формальностей, встречи, чтобы выбрать локаль, в котором будет твоя жабка, и начинается будет школение. Окей. Вопрос сейчас. В какой момент ты уже знал полностью всю картину по условиям работы? Уже ты знал на этой встрече? или Нет, еще нет. Вот после встречи с самым главным человеком, вот который там уже с ним, если с ней это было буквально минут 10-12, Чисто такая верификация. да, на то с ним мы адекватность. разговаривали около 40 минут. Сидит, раскрыл 2 ноутбука, садится и начинает задавать тебе вопросы. Встреча заканчивается его же решением прямо на месте, давать тебе франшизу или нет. О, интересно. Это Ну, он может тебе либо сам озвучить, либо сказать, мы вам вышлем мейл. Я задавал задавал вопросы, которые... Меня больше всего интересовало вопрос, почему это стоит так дешево, какие обязанности возлагаются на меня, какие на вас, формальность того, как будут идти вот этот процесс налогов, Через кого, да, через через кого, какие да. юрисдикции? У вас есть фирмы, которые вы, типа, как бы я буду обслуживаться в вашей налоговой фирме, потому что либо это я должен буду сам искать, как опять-таки будет выглядеть процесс обустраивания жабки, хочу ли бы я, чтобы холодильник был с этой стороны, а не с этой, либо, кто вообще будет именно всем заведовать до момента, когда вот открывается шапка, заходит первый клиент. Мужчина, о котором я говорил, такая семейная пара. Сегодня воскресенье. Это очень тоже интересный момент по поводу работы жабок в воскресенье. Да, и они работают там постоянно, и иногда мне их жалко. Что если франшизоберцы подписывают, что жабка Java в неделю не хандлевая, то она должна работать, даже если ты заболел. Не можешь выйти, понял. Но в воскресенье могут работать только владельцы франшизы. Наемные работники не имеют права выходить То есть, в другими неделю словами, хандлевой. тех, кого мы видим в неделю хандловую, это франшиза... Это франшизоберцы. Франшизоберцы, владельцы Только, франшиз. только владельцы франшиз, потому что не имеют права выходить. А так как это можно будет проверить по часам работы, когда ты будешь выплачивать зарплату своим сотрудникам, да. работал ли он в это воскресенье или в какое-либо другое, это свободно можно проверить. Работают только франшизоберцы. Они перестали брать трубку. Да. Ну и давай сейчас вспомни, как ты принял решение не открывать в итоге жабку. Финальной каплей, наверное... Или несколько факторов. Там несколько, на самом деле, факторов было. Общение с реальными людьми, которые взяли франшизу. Это несколько моих знакомых не только в Кракове есть. О, это интересно. И это поляки или наши? Это наши. То есть это реальные люди, с которыми ты пообщался, они сказали, да, я брал франшизу, вот тебе мой... Вот тебе Да, вот моя я работаю, и он говорит, не лезь. Окей, типа не делай этого. Да. Пожалей себя, свою молодость. Поверь, у тебя как бы есть время пожить еще. Давай, я не могу так долго терпеть, поэтому скажи мне цифру сейчас. Реально бы сколько я мог бы зарабатывать? Да подожди, давай я угадаю. На одной жабке, там, 5-7 тысяч злотых максимум. Нет, Больше или меньше? меньше. Чистыми, которые ты можешь забирать, нет, естественно, ты можешь и не чистые себе забирать. можешь там через 2000 зарплату? максимум.
Это именно с точки зрения бизнеса, да? Да, это вот именно с точки зрения бизнеса, окупаемости. Потому что сколько там штрафов, просрочки. Штрафов за просрочку, за непроданный товар Самих и тому товаров. подобное, бла-бла-бла, сколько ты все это должен будешь покрыть, у тебя в итоге остается. В лучшем случае 2000, а реально ты всегда уходишь в минус. Прибыль с чего выходит? Прибыль входит с процента наценки на товар. А наценка рекомендованная? Наценку нет, они дают уже. По сути, они тебе дают эту наценку. Ну, я имею в виду, ты не можешь продавать сникерс дороже, чем в соседней жабке. Они будут одинаково стоить. Одинаково должны стоить. Естественно. Выходит так, что 5% это алкоголь и табачные изделия. Мгм. То бишь, почему, например, мы заходим в какое-то там, не знаю, заезжаем на заправку или в Carrefour Express, заходим, и там сигареты или хицы для Айкоса стоят там 15 злотых или 12, там 13, а в жабке они стоят 17. Это 5% уже наценки самой жабки. То бишь вот эти 5% это твой заработок. Ну да. 10% это то, что хранится, если я не ошибаюсь, больше 2 недель. Ага. И 15% это молоко, все то, что хранится до 2-3 недель. Это 15%. А хот-доги всякие? Это все входит в вот эти 15%, потому что это мясо. В среднем, да, в 10% 8, это 10, твоя маржа, 8%. с которой ты зарабатываешь. Ну и, соответственно, ты, если на 100 тысяч продаешь, то пусть там 10%, то вот десяточка остается, да, именно маржи. Мгм. Если на 200 тысяч, то 20 тысяч остается. Ну да, ты правильно пропорцию сказал. Теперь рубрика «Самый сок». Эти люди, которые сейчас нас смотрят, они хотят знать все, они хотят знать цифры. Они пришли сюда за цифрами. Половина из них вообще уже не досмотрела выпуск, потому что подумали, что цифр не будет. И только благодаря превью, которое смонтирует Виталик, они остались. Цифры. Давай рассказывай. Сколько надо вложить, сколько можно зарабатывать? Это вложение в жабку минимальное. Они, как описано это на официальном сайте и вообще в интернете, 5000 злотых для того, чтобы стать владельцем магазина и настоящим бизнесменом. Вот вы в свой бизнес. 20 тысяч злотых они обещают пшеходу. А, может быть точно, это мог быть, да, какой-то пшеход. И вот это тоже интересное время. Важно различать пшеход Мгм. и доход. Это Окей. две разные вещи. То есть приход, оборот и доход в виде чистой прибыли. Мы Да, об этом сейчас? это две разные вещи. 20 100%. тысяч это совершенно не то, что будет лежать у вас в кошелечке. В кармане. Да. Хорошо, 5000 злотых это что? Это покупка лицензии на франшизу. Да, это покупка самой франшизы и покупка лицензии на продажу алкоголя и табачных изделий. И это все в 5000 входит? Это входит все в 3700. Ты должен открыть działalność jednoosobową. Обязательно. Обязательно. У меня до этого уже была открыта спілка с ограниченным ответственностью. Они сказали, нет, это не подходит, только działalność jednoosobowa. А диавальность, ну да. Тут у меня уже, как у человека приближенного, так сказать, к теме, сразу вопросов много. На какую форму налогообложения они просили открывать? Reach-out или податок Линёва? Или Податок там? ліньовий. Или на линейке? Окей. То ты открываешь działalność jednoosobową, они высылают тебе все вот эти ПКД, коды ПКД, которыми ты занимаешься, которые ты вписываешь. Ты сам находишь себе бухгалтеров, которые ты сам это все будешь различать. Ну, хочешь сам различай, хочешь с помощью бухгалтерской любой конторы. У меня был к ним вопрос, так как Жабка — это огромная франшиза, более 8000 этих точек по всей Польше. Спрашиваю, почему нету вот такой единственной системы налогов, которая обслуживается вся Жабка? У меня тоже вот этот был Ну, или вопрос. бухгалтера на аутсорсе, по сути, да? Да, бухгалтера, которые занимаются, вот, есть пару бухгалтеров на Краков, там, на Катовице, на Лоте, Вроцлав и тому подобное. Почему, меня интересовало, почему оно не так, почему все вот это вот ты делаешь сам. Она говорит, ну это же ваш бизнес. Ты сам ищешь людей, ты сам решаешь, какая у них будет зарплата, какая у них будет форма затруднения, мова о джео, мова о праце, B2B, мова злицения. Это все решаешь ты сам. По сути, да, ты тут чувствуешь себя, вау, я крутой, я владею всем, я решаю все. Окей, но До 5000 ты платишь, а что нужно, чтобы еще открыть саму жабку? Потому что мы же понимаем, что это копирайтинг такой, да? Надо ж там за аренду кто-то должен платить, за покупку шпшента, выпасажение. Этим всем занимается Жабка. Жабка. Они здесь сами расскажи условия. ищут локаль,
тебе не предоставляют 3 локаля на выбор. Они там спрашивают, естественно, где ты живешь, и также они спрашивают, а где бы ты хотел. Я говорю, сами понимаете, жабки более выгодные в спальных районах, в Ощеглях. Ну, да. Там, где вот строятся новые Ощегля, и вот эти вот первые этажи, там они же все под аренду, в частности, больше сдаются. Вот где-то должна быть, мне кажется, жабка. Вот там, например, вот 3 домика таких достаточно, там даже хотя бы 7 этажей. И это уже достаточное количество квартир, достаточное количество людей на самом-то деле, чтобы жабка окупалась, Ну да, как да, по да. мне. Плюс есть люди, которые там еще же в гости приезжают. Локаль должен быть не менее, по-моему, 35-37 квадратов. Мгм. И на самом-то деле, чем меньше локаль, тем проще вести жабку. То, что мы с вами видели большую жабку, я не знаю, это франшизоберцы или нет, это на самом деле очень-очень тяжело, потому что жабка должна всегда быть настолько чистой, она должна блестеть, иначе тайный агент, если он Придет. тебе поставит менее 80%, Мгм. полетят штрафы, жабку могут закрыть, и ты останешься не с дырой, а с глубочайшей дырой и большущим минусом. Мгм. Но и ты за аренду все равно ты ж платишь, правильно? Нет. О, вот тут Это расскажи, это вот дальше, вот да. становится интереснее. Вот что, кстати, вот еще что входит в эти 5000, как я сказал, вот эти сама франшиза, лицензия. На остальные деньги они, по сути, как бы тебе дают выбор. Но, естественно, Выбор без логически выбора. выбора нет. Они тебе говорят, ну, желательно бы, естественно, это за ваш счет охрана, камеры видеонаблюдения и тому подобное. Мгм. За это все отвечаешь тоже только ты. То бишь, это еще один договор, это еще какая-то ответственность за то, что твоя жабка под охраной. Мы то везде, на каждой жабке можем там видеть Юстус, Ювентус или там еще охрану, вот эти гербы всякие. Потому что люди, естественно, не будут просто сами себе стоять и смотреть и не охранять. В жабках большой прецедент воровства. Ну В да, жабках процент, я слышал, да. воруют. В жабках, а это, естественно, твой минус. Ага. Воруют у тебя из кармана. Подожди, ты платишь им 5000 злотых, они находят тебе, предлагают одно из 3 помещений, допустим, тебя все устраивает. Я Мы не- выбираю мы вот не одно. берем вариант, что тебя ж может не устроить, и это логично, да. Ты выбираешь, и они говорят, окей, мы платим за аренду. И они платят, за доставку твоего товара. То есть ты не занимаешься закупкой товара к себе на баланс. Нет, по сути, ты занимаешься, но вот это тоже, это очень большая ловушка. Вот объясни бизнес-модель, да. Это большая ловушка, когда ты понимаешь и видишь, что люди у тебя покупают, Мгм. что не покупают, чего реально в дефиците, а чего в избытке. И когда, например, ты говоришь людям, ну хватит мне привозить столько молочки, столько мяса, вот этих нарезочек, они у меня пропадают. Мгм. Мне надо вот их столько-то, столько-то, столько, и они у меня Мгм. уходят, и я не ухожу в минус, я их не выбрасываю, и как бы я не плачу за просрочку. Мгм. Они говорят, у нас есть норма, мы вам привозим, это все. Мгм. То есть, А это реально твой процент дохода и твой процент, большущий процент убытка. ну хорошо, ты открылся, и они такие тебе говорят, ну смотрите, чтобы загрузить изначально жабку, там, загрузить полки, надо сколько? X денег. И ты отдаешь им деньги, то есть ты покупаешь у них товар? Нет, они сами все это привозят. Ага, то есть все, ты открылся, Они сразу ее загружают. они сразу ее загружают да. своими продуктами. Да, вот как То есть по факту де юра товар, молоко их. Да, Но если пропало, то платишь ты. да, Вот это поворот, подожди, сейчас я только начинаю осознавать всю конструкцию. То есть твоя задача любой ценой его продать. да, Потому что если ты его не продашь, то ты все равно за него заплатишь. да. А как вот процесс платежа? Нет, смотри, минус может быть только у тебя. Вы Обалдеть. понимаете, к чему я веду? Да. Смотри, тебе отгрузили товара на 150 тысяч злотых в этом месяце. Плюс еще 10 тысяч злотых аренда. Да? Им надо 160 тысяч с тебя вернуть. Мгм. Правильно? А ты продал на 100 тысяч. Ну, естественно. Поэтому я вам и говорю, когда они говорят, что как бы ты заведуешь, ну ты не заведуешь. Ты людям говоришь, мне не надо сегодня вот этих сосисок на хот-доге. Смотрите, у меня вот еще коробочка есть. Мне еще на 3 дня хватит. Они тебе привозят, ну как бы у нас вот накладная, нам надо, это наша норма. Выбран локаль, его ж нужно обустроить, сделать там ремонт,
На все про все примерно уходит около месяца, но в течение этого месяца у тебя еще есть 10 дней школения. Мгм. Школение в любой жабке, но есть в Кракове и вообще в любом городе тренинговые склепы. Когда обычный покупатель заходит, он не знает, что это на самом деле тренинговый склеп. Но этот склеп всегда с самыми яркими будет вывесками, самыми свежими продуктами, самый чистый, и там будет всегда больше всего работать человек. И он, как правило, очень большой. Там прям около 40-50, может даже больше квадратных метров. Это вот может быть примерно такой, как вот мы Окей, ну да, видели да. сейчас. Он достаточно большой, там есть где развернуться. Сначала тебя учат принимать товар. Ты приходишь всегда около 5 утра. Жабка работает с 6 до 23. Это Окей. 17-часовой рабочий день. И ты был на этом тренинге, правильно? Или нет? Или ты уже туда не дошел? Я туда не дошел, и слава богу. Но тебе уже это рассказывали я уже общался, да, с и мне прям ребятами? показывали даже. На самом деле даже можно найти видео в интернете, если Да, очень да, я хорошо, но видел это на польском надо Я искать. видел от поляков, видел, да. Да. И мне, как у моих знакомых, жабка находится недалеко от Ранда Могильского, там они показывали, я прям у них был там на складе заходил, тому подобное. Смотрел, да, как Да, всё видел, как вот эти палеты прям на улице стоят, там с водой, как им завозят. Иногда еще бывает так, что доставка опаздывает, ты открываешь магазин, из-за пробок, из-за чего-то там, не знаю, доставки, может, опаздывают. Я, например, захожу там перед тем, как выходить на работу в 7 утра, и там реально каких-то продуктов нет, потому что доставка не приехала. А потом приезжаешь в течение рабочего дня там на обед домой, ты видишь уже стоять эти палеты, и они это стараются разгружать, быстро успеть, потому что в этот момент же еще и клиенты есть. Вот пока идет это шкаление, тебе обустраивают полностью жабку. Вывеску, А полочки. кто ремонт они делают? Да, это все занимаются всем они. Окей, ну пока звучит как-то мощно, да, типа все они делают. Я понял. Если что, они просто, если ты выбываешь из игры, они заряжают просто следующего, да, в работу. А ты им просто еще штраф платишь, и они следующего. Ты проходишь шкаление от начала того, как надо принимать товар, все вот эти накладные, ты должен этот товар разгрузить правильно, расставить. А естественно, у тебя еще что-то осталось, то бишь то, что ты не продал, ты выкладываешь наперед, то, что уже близко к сроку годности подходит, все остальное ты загружаешь. Полки тоже не должны быть перегруженными. Они не имеют права быть вот так все навалено, потому что, опять-таки, это тоже влияет на твою оценку от тайного покупателя. Все должно быть вот так в слой, ряд за чек-листу, да? рядом, да, всё. Очень так педантично, скажем. Потом тебя обучают тому, как кассовый аппарат, как вести, различать и тому подобное. В каждой жабке мы видим ходожные, кофейные аппараты, тебя учат, Да. как это все делать. И одно из самых интересных моментов это то, как ты выпекаешь вот эти булочки вкусные, как работает вот эта вот Которые печка. из печки вот этой, Да. Ты же тоже должен всегда их... Они заготовки тоже привозят, но количество, сколько их надо выпечь, ты тоже должен решать сам. Сколько их Окей. выложить, будут ли они продаваться. Потому что если с 26 до 23 булочки не продались, они очень черствеют. И они опять-таки выбрасываются. Очень. Окей. А это что? Это, естественно, твой долг Твой растет. долг. Объясни теперь математику, цифры. То есть как происходит? Вы большой везунчик, если Вы. вы большой везунчик, если в пределах хотя бы 500 метров нету другой жабки. Хорошая жабка в месяц делает уторгу в лучшем случае от 170 до 350 тысяч злотых. Когда заканчивается смена, 23:00 жабка на ключ закрывается, ты все, вот что у тебя вот пришло на кассу, люди карты оплатили, плюс весь налик, который есть в кассе. Естественно, тоже важно, предусмотрительно ты можешь согласовать, сколько ты на следующий день оставляешь на сдачу, чтобы было. Ты весь налик берешь, идешь в ближайший вплатомат, кладешь денежку на карточку, и все, это сразу же ты должен отправлять в жабку. Каждый день? День. Вот это мощно. А если у тебя сотрудник, который взял кассу и пропал? То и проблем. Твои проблемы, ну да. У тебя есть камера, ищи сотрудника. Вот. Но каждый день ты должен это делать. И ты Закончился в платомат, и ты вплачиваешь им на их конто или на свое? Ты, на свое, на фирменное, вот это, которое у тебя есть По działalność. твоей девальности. Да, и сразу же им отправляешь, вписываешь. Отправляешь им mail подтверждение, вот что уже отправилось. Каждый день. Каждый день. Инкассатор. И очень интересно то, что за своевременную невплату
опять-таки штраф. А ты не знаешь, вот штраф, вот ты так часто говорил штраф, о каких цифрах идет речь? Этого я не знаю. Не вот знаешь, это да? до момента именно подписания конкретного договора они я штраф не дошел. они не показывают. Они не какой штраф. показывают, да. Там был момент того, что есть кара за что-то, но они не пишут, какая именно кара. Окей, ну вот ты у него на встрече не спрашивал, вот какая у меня будет кара, там, таких вопросов не задавал? На самом деле, вот в тот момент, на самой первой встрече, я еще об этом не знал. А, ты не думал, что можно такое спросить, Да. да? Я не думал, что можно такое спросить, и не думал, что... Ну это же мой бизнес, как они это описывают. Типа, как? И в смысле, я за свой же бизнес должен штраф платить. Я я же на законе нарушаю, перед кем? Это моя джавальность, моя жабка. Ну это да, вот что такие первые мысли, всегда... Что хочу, то и делаю. то, Окей. что хочется, то и делаем. Окей, 300 300 тысяч. И вот с вот этих 300 тысяч они оплачивают аренду, Мгм. они оплачивают закупку, которая к тебе приходит. Тебе же приходит. Мгм. И все, что по сути остается, а остается на самом деле там, грубо говоря, из 300 тысяч, лучший из того, что я вот общался, Да. и там тоже лазил по форумам, переписывался, в частности, с некоторыми людьми, которые не в Кракове. Если тебе приходит 35 тысяч злотых, это вау. Потому Из что 300к. Да. Окей. ты из этих 35 тысяч выдаешь зарплату, входит налог, Зарплаты. все остальное это твое. И вот тогда примерно даже 10 тысяч можно себе в кармашек и положить, если так посчитать. При таком раскладе, да? То При есть таком 300 раскладе. тысяч оборота ушло жабки на аренду, на закупку продукции, Мгм. на медиа, свет и так далее, ж Мгм. правильно? Да, естественно, промпт и тому И подобное. Да. по твоей стороне зарплата сотрудникам и как бы зыск. Ну и, соответственно, если это зыск, то налог. Да. Правильно? То какие-то налоги. Да. Соответственно, при этой конструкции 300 тысяч оборота, 30-35 тысяч тебе, можно где-то десятку ложить в карман. Да, можно в месяц тогда ложить в карман. Да. А потом мы в один прекрасный момент вспоминаем, что есть еще штрафы. А штраф получить легко. А штраф получить очень... Если ты откроешь жабку не в 5:00, а в 5:00 10 секунд, Мгм. штраф. Вот поэтому люди открывают жабки, но они открывают их в 4:30, поверьте. Они их открывают очень рано, они боятся этих штрафов. Мгм. Значит, штрафы большие. Да. Ну, А смотри, цен- я уже, давай набросаем штрафы. Не вовремя открыл, неправильно лежат продукты, Грязно. Что еще? Сотрудник не в форме. Сотрудник не в форме. Сотрудник тебе не сказал, что сегодня акция на то-то, штраф. А, это тайный покупатель, да, приходит? Да. До 5000 может быть штраф за него за несвоевременное открытие жабки. Не сказал, что акция сегодня, или ты не в форме, у тебя оценка падает, Ага. и все. И вот в тот момент, опять-таки, на которому, к сожалению, я не дошел, именно система этого оценивания. Средняя, как они описывали, это было еще на второй встрече с Биг Боссом, средняя оценка по всем жабкам в Польше 97,8%, где-то так. Реально оценку получить 100% по сути нереально. Ну да, Естественно, невозможно. То бишь, если у тебя 95-96, это вау, это хорошо, ты молодец. Если ты получаешь вот больше 95%, вот вспомним вот те 300 тысяч, Да. да, то от них еще тебе 5% могут прийти. Опять-таки, живые истории, скажем так, как только открывается одна жабка, им выгодно, чтобы еще 3 открылись рядом. Ага. Они деньги в любом случае будут получать, а в системе жабки, как они это называют, начинается каннибализация бизнеса. Ага. И вот у вас есть жабка, если 300 метров открылась другая, вы свою прибыль сразу делите пополам. И Ну уже да, из 300 по сути. тысяч вы получаете 150. А из Окей. 150 тысяч вы уже не получаете 35 тысяч. Есть там аренда, есть стоимость закупки. Они ж отчитываются, как они, действительно ли они вообще эти деньги туда Перед потратили? кем? Перед тобой. Нет. Ну, это же на них оформлено, а не на тебя. И в итоге ты посчитал эти все цифры и понял, что не бьется, да? То есть ты понял, что ты не будешь такой оборот делать? Я понял, что я тупо даже попросту не успею найти людей, которые будут со мной работать. Естественно, сразу людям предложить зарплату в 25-30 злотых в час я не могу. Я ставлю минималку. Начал общаться со своими студентами, Типа знакомыми. ты готов Да, работать? ты а они готов? Я такие, тебе «Нет». говорю, нет.
выкладываешь объявление на OLX или куда-то там еще, на Лабор, Праца в жабке. Праца.pl, Праца в жабке, тебе просто никакого фидбэка. Ну ты в оферте, в объявлении писал праца в жабке, да? Да, естественно. И фидбэка 0. Фидбэка 0. Окей. Я до этого достаточно много отработал в сфере HR, и где я занимался рекрутерством, аутсорсингом и тому То есть подобное. ты в теме, Я да? знал, как общаться с людьми и тому подобное, как вообще работать с людьми. Это у меня в этом опыт уже нормально есть. Мгм. И вот, не идет. Интересный факт, для меня был очень интересный фактом, что спустя месяц-два меняется договор. Потом еще через 2 месяца они приносят тебе новый договор. Просто Да, они решают, сказали, что вот как-то странно начинают меняться договора. Это новый договор соглашения, новый договор сотрудничества. Естественно, РОДО, сами понимаете, они мне не озвучивали, не показывали того, Мгм. как это все выглядит, но факт того, что и потом на форумах тоже видел, что очень много людей пишут о том, что очень странным образом меняются, постоянно какие-то новые там договора. Какие-то клаузули дополнительные и Да, так далее, да? что-то может быть. Окей, принято. А ты не знаешь, сколько твой друг в итоге зарабатывает? Нет. Он не делился, Не да, делился. так цифрами? Но он, как ты, страдает или нет? Или он кайфует? Он живет в жабке. Живет в жабке, да? Люди там живут. А он там они имеют жабку с семьей. Мгм. У него это там он, жена. Они имеют жабку, а жабка имеет их, получается. Такая конструкция. Очень интересный вариант. Поза работы. 69. Хорошо. Плохо. Есть ли выход в конце туннеля? Точнее так, если ты хочешь выйти, ты знаешь ли ты условия какие-то? Точка выхода? Опять-таки только по общению. Ты говоришь, я хочу выйти, ты должен. Вот интересный момент. По-моему, ты должен продать весь товар. как-то Либо так? купить у них. Ты должен Либо- либо купить у них весь товар, Да. который вот остался в магазине. Да, Типа ты весь должен все у них купить. А там же алкогольки, в контексте полгода насобирается столько, что... Да. Вот ты должен либо у них все купить, и Ну, уже тогда этого жабка сразу, достаточно, да. это уже больно, да? Либо Уже этого продать. достаточно, чтобы, не иметь возможности это все выкупить. Потому что там продукция может на 100 тысяч злотых лежать. Да. Может не на 100, но Да, на вот полтинник если точно. кому будет интересно, кто захочет заняться жабкой, действительно, мой совет, не заходите, вот не пишите купить именно на русском, там в Google или в других поисковиках купить франшизу жабки. То есть не Ищите на делайте, не польских. делайте так, как вы сделали только что, когда нашли это видео. Как ты думаешь, можно зарабатывать с жабки 20 тысяч злотых чистыми себе в карман? Но на самом деле есть такие люди, да, Есть, да, такие люди? есть. Окей. И я вам скажу, что даже у моих знакомых, как они говорят, первые 3 месяца деньги идут. Идут, а потом пропадают? А потом начинаются штрафы, меняются договора. В этом плане. Да. Они называют это поначалу парасоля финансово. Вот такая, что Мгм. как бы тебе вот дают вот эти бонусы, То ты есть- молодец, ты хорошо А. продал в первый месяц, у тебя чисто. Вот это замануха. Финансовый зонтик. Да, финансовый такой зонтик. Я бы еще, кстати, не знаю, очень много читал опиний. Мнение? Да, и очень так серьезно к этому подошел. И если логически подумать, жабку можно даже назвать какой-то своеобразной финансовой пирамидой, учитывая то, Ну что да, если типа. ты приводишь друга или там посоветовал, Да. и он сказал, вот там меня друг посоветовал, тебе же как бы тоже копеечка падает. Там 10 тысяч, по-моему, тебе за порицание дают, Нормально, да? если я не ошибаюсь. Под этим видео будет ссылка на франшизу Жабки. Приходите по моей рекомендации. Да, мне кажется, тему раскрыли, интересно, полезно. Ребят, если подвести резюме, решать каждому из вас, да, если серьезно сейчас, без приколов, решать каждому из вас, есть успешные кейсы, безусловно. Ты перечислил, кстати, где это может быть. Если вы считаете себя успешным бизнесменом, умеете вести дела, пожалуйста, это все для вас. Вы можете открыть сразу 3 жабки, это 15 тысяч злотых, грубо говоря, не самый большой вклад, вести их и получать хорошие деньги. Где-то какая-то жабка Да. будет не окупаться, а 2 будут, наоборот, выходить в плюс. Естественно, это может вам поможет в будущем. Это может как-то ехать, но, пожалуйста, если вы это делаете, то внимательно изучайте вопрос, цифры и читайте договора, потому что там целая история с этими договорами. Нужно понимать, на что ты
подписываешься. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Тему эту исчерпали, но есть еще много других тем. Напишите в комментариях, что вам еще было бы интересно, про какие франшизы узнать.